Для узора я возьму тонкую розовую хлопковую пряжу и спицы номер 2. Набираю на спицы четное число петель классическим способом. У меня набрано 20 петель, одну спицу снимаю и перехожу к вязанию узора. Первый ряд вяжется по изнаночной стороне, это будет фактически установочный ряд, ну или можно считать его первым рядом узора. Вяжутся все петли изнаночные. Первую кромочную я снимаю и дальше вяжу все петли изнаночными до конца ряда. Последнюю кромочную я обычно провязываю лицевой, вы можете вязать ее так, как вам нагляднее. Изнаночные я провязываю классическим образом, так чтобы нить на правой спице, так чтобы петля на правой спице стала правой ножкой ко мне, а левой ножкой от меня. Вяжу все изнаночные до конца ряда. Кромочная петля, ее провязываю лицевой. Переворачиваю изделие и перехожу к вязанию второго ряда. Вот он будет вязаться по лицевой стороне. Итак, первую кромочную снимаю, а вот дальше происходит как бы вся соль этого узора. Вставляю правую спицу за 2 петли на левой спице, вот так, вот сюда, между третьей и второй петлей. Вот сюда я вставляю правую спицу, подхватываю нить и делаю обычную лицевую петлю, вот так. Дальше делаю накид все той же правой спицей. Теперь у меня получается, что моя рабочая нить как бы отгораживает 2 петли на левой спице. Провязываю 2 лицевых обычных. Раз, два. Теперь получается, что число моих петель удвоилось. У меня было 2 петли на левой спице, а стало 4. Я беру свою левую спицу и вставляю ее в 2 петли, которые образованы накидом, и вот той самой лицевой, которую мы сделали в самом начале. Вот так вставляю и накидываю эти 2 петли на оставшиеся 2 петли на правой спице. Вот так. Таким образом у меня получается вот такая перемычка. Пока она вроде бы как бы болтается, но ничего страшного. Повторяю этот мотив до конца ряда. Опять завожу правую спицу за 2 петли на левой спице, делаю лицевую, накид, дальше вяжу лицевыми, раз, два, получаю 4 петли вместо 2 петель, завожу левую спицу в 2 петли, которые сделаны в начале, и вставляю 2 лицевых в 2 петли на левой спице, вот так. Продолжаю так до конца ряда. Лицевая, накид, 2 лицевых, раз, два. Дальше левой спицей, левую спицу завожу за 2 петли на правой спице и вставляю 2 петли в другие 2 петли, вот так. Лицевая, накид, 2 лицевых, раз, два, и накидываю вот эти 2 петли на другие 2 петли, вот так. Работаю так до конца ряда. В конце ряда остается 3 петли, опять делаю лицевую, накид, 2 петли вяжу лицевыми, раз и два, и дальше накидываю первые 2 петли из этого мотива на вторые 2 петли, вот так. И последнюю петлю я провязываю лицевой, это кромочная. Разворачиваю
изделия. Дальше будет изнаночный ряд. Это у меня третий ряд. Здесь все петли вяжутся изнаночными. Первую петлю сбрасываю, это кромочная, и вяжу классическими изнаночными петлями до конца ряда. Все петли изнаночными. Последнюю петлю кромочную я всегда провязываю лицевой. Итак, следующий ряд будет четвертый. Он опять делается по лицевой стороне. Четвертый ряд будет идентичен второму ряду, то есть это тот ряд, в котором мы образовали вот эти перемычки, но он будет делаться в шахматном порядке относительно него. Первую петлю опять снимаю, это кромочная. И если второй ряд мы начинали сразу с лицевой петли за две первых петли на левой спице, то здесь еще одну петлю провяжу лицевой, да, чтобы моя перемычка в четвертом ряду, она пришлась между перемычками второго ряда, то есть вот между вот этими. Вот эти две петли теперь мне нужно сделать с перемычкой, да? Итак, вставляю снова спицу за 2 петли, лицевая, накид, и провязываю 1 лицевая, 2 лицевая. И вот теперь образую эту перемычку, вставляю левую спицу в 2 первых петли этого мотива. Так. И накидываю их на 2 другие петли. Ну и работаю так до конца ряда. Опять лицевая за 2 петли, 1, накид, 2, и дальше 2 лицевых, 1, 2. И опять эти 2 первых лицевых, этих 2 первых петли этого мотива, лицевую и накид, я накидываю на 2 последующих петли. Вот так. Вот смотрите, какая красота уже вырисовывается. Такие вот ячейки. Продолжаю делать так до конца ряда. В конце ряда должно остаться 2 лицевых петли. Их провязываю просто лицевой, каждую. И последняя это кромочная, да? Вот так должно получиться. То есть в четвертом ряду у меня что справа края 2 лицевых, что с левого края тоже 2 лицевых. Снова разворачиваю вязание. На этом раппорт моего узора в высоту закончен. И перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд будет изнаночный, он вяжется по изнаночной стороне. Все петли изнаночные. Повторяю эти 4 ряда на нужную высоту, тем самым получаю этот узор. Несколько рядов в высоту я провязала этим узором, и вот что у меня получается. Получается вот такая сетка из ромбов с перемычками, с горизонтальными перемычками. И на серой пряже, она чуть крупнее, такой объемный и в то же время довольно-таки ажурный узор. Техническая сторона этого узора, вот как она выглядит. Здесь тоже все очень аккуратно. И здесь добавляются вот такие вот перемычки по изнаночной стороне, которые остаются вот от того, что мы накидываем 2 петли на другие 2 петли. Мне видится этим узором какой-нибудь ажурный палантин или шаль из пушистой пряжи или из какой-нибудь тяжелой пряжи. Вот на хлопке очень хорошо смотрится. Большое спасибо за ваши лайки, за то, что оставляете комментарии. Надеюсь на то, что это видео вам тоже понравилось. Спасибо за внимание и пока-пока.